Всем привет! Здесь могла бы быть реклама, но ее не будет, потому что с вами, как всегда, питающийся Ролтоном Tough Project и новости с полей аниме. Заваливайтесь на диван, берите чай с бутерами, мечтайте о шаурме и помолитесь своим вайфу, а мы начинаем! Паранабе Сайхаты но Паладин анонсировано аниме. Первый тизер экранизации уже появился в сети. Добро пожаловать в город мертвых. Бастион тьмы, далекий от цивилизации и полный живых мертвецов. Именно тут и живет Уилл, возвращенный 3 дохляками, единственный человек, коему суждено стать избранным и низвергнуть тьму. Производством занимается студия Children's Playground Entertainment. Премьера состоится в октябре этого года. С запуском аниме Хига во Сору Сосите Джосикосе во Хироу в японских соцсетях началось очередное бомбление. Пользователи, в основном девушки, нарекли сериал аморальным и призывают бойкотировать просмотр из-за романтической линии между подростком и взрослым. Интересно, а где были все эти недовольные во время премьеры Domestic на Канаде? Ведь там наоборот, связь взрослой учительницы со своим учеником. И во время выхода Коева Амиагари но Йони что-то тоже никто не возмущался. В общем, странные люди обитают в интернете. Помните или нет, но летом 2018 года Legendary Entertainment, те самые, что сняли фильм по Варкрафту, отважились сделать по вселенной Гандам лайф-экшн фильм. Так вот, картина обзавелась режиссером, и стал им Джордан Вот Робертс, режиссер блокбастера Конг «Остров черепа». Появился трейлер к аниме-сериалу Паранабе Генджитсу Шугиюся но Око Кусай Кенки. Довольно нетипичный иссякай с башковитым пареньком, которого одно бедное королевство призвало как героя под давлением соседей. Но парень оказался не лыком шит. Предложил план по оздоровлению экономики страны, а после диалога с королем тот еще и трон в придачу со своей дочуркой ему отписал. Так современный попаданец стал монархом, собрал в ближний круг самых талантливых вундеркиндов и взялся поднимать свой новый дом с колен. Релиз на экранах состоится уже в июле. По манге Сонобиски Долбакой Васуру анонсирован аниме-сериал. История паренька, что с детства любил фарфоровых кукол, за что был прилюдно осмеян и заперся в себе, пока в старшей школе его секрет не узнала лучезарная Гяру, доверившая бедолаге собственную тайну. Подробности обещают позже. Анонсировано аниме по манге Конохира Мендуксай. Сказка о бедолаге-авантюристе, которому в нагрузку досталась безалаберная целительница. Делает она что угодно, только не лечит, притом постоянно оскорбляет с невинным личиком и делает главного героя крайним. Подробности о проекте обещают позже. Вышел новый трейлер к сериалу по сёдзе манге Кагеки Сёдзю. Поведает он о паре разномастных девушек с непреодолимой тягой к театру, бывшем айдоле, которая играет только женских персонажей, и деревенской простушке, что играет парней. Одним прекрасным днем нелегкая сводит их в школе искусств, где они будут соседками по комнате в общежитии. Производством занимается студия Pine Jam. Премьера аниме состоится в июле. В ожидании подробностей о продолжении аниме Готобун но Ханайоми после недавнего анонса, на выручку, как всегда, пришли инсайдеры. По их информации, продолжение будет полнометражным и выйдет только в 2022. По тайтлу Solo Leveling готовят 2 новых проекта – игру и дораму. Первым займется компания Netmarble, которая занимается разработкой игр для мобильных устройств. Второй же возьмет на себя некая ведущая продюсерская компания из США. Также сообщается, что интерес к произведению проявляет известные компании, в том числе Warner Bros. А тем временем армия фанатов растет, ведь на днях манхва Solo Leveling ворвалась во Францию. Первый том занял топ-позицию по продажам манги, комиксов и 5-ю строчку среди самых продаваемых книг по стране. Также из занятного в 2021-м Assassin's Creed 4 Black Flag получит собственную манхву от студии, занимающейся соло-левелингом. По сюжету она станет прямым продолжением одноименной игры, и всего планируется порядка 150 глав. Выходить они будут в 3 сезона по 50 глав. В сети появился новый трейлер к аниме-сериалу Паранабе Сейрей Генсоуки. Сказка о парне, что прожил большую часть жизни в надежде воссоединиться с подругой детства, а увидев ее впервые за долгие годы, помер в аварии. Открыл глаза бедолага уже в ином мире, причем он не переродился, а слился с душой юного беспризорного сироты, загнивающего где-то в трущобах. Ну и как это водится, едва парень освоился, как тут же влип в неприятности. За производство отвечает студия TMS Entertainment. Релиз состоится уже в июле. 27 июня студия Mappa обещает показать первый трейлер к аниме-сериалу Chainsaw Man. Слухи о работе над адаптацией начали появляться еще осенью прошлого года. Дата выхода же самого проекта пока неизвестна.
Вышел трейлер к новому полнометражному фильму по Нанатсу но Тайзай. Сюжет развернется в Британии после окончания священной войны. Что-то непредвиденное случается в разгар свадьбы Кинга и Дианы. Войска фей и великанов нападают на земли людей. Во главе их стоят второй король фей Георгин и знаменитый великанский мастер Дабс. Премьера же состоится 2 июля. Стала известна официальная дата выхода второго сезона аниме Арифурета Сёкугё Дэсэкай Сайкё – январь 2022. Также появился и соответствующий трейлер с анонсом. Из занятного за производство второго сезона вместо White Fox теперь будут отвечать Тессерит совместно с молодой студией Mother. Вышел тизер с анонсом сериала Паранабэй Гайко Цукиши-сама Тадаймай Секае Одекакетсю. Сюжет поведает нам историю о том, как однажды проснувшись, главный герой Арк обнаружил, что его забросило в параллельный мир. Да не просто забросило, он превратился в своего персонажа из онлайн-игры, закованного в латы рыцаря-скелета. Подумав, он решил не привлекать к себе слишком много внимания, но разве может рыцарь пройти мимо, когда прямо на его глазах творятся злодеяния? Производством занимается студия Kai и Hornets. Дата выхода пока неизвестна. Стало известно, что 4-й сезон анимационного сериала Castlevania выйдет 13 мая и станет для серии последним. Тем не менее, Netflix уже рассматривает возможность запуска спин-оффа. В сети появился свежий трейлер к аниме Урами Чио-Нисан. Поведает он о странноватом ведущем детской телепередачи с биполярочкой, который, развлекая невинных детишек, постоянно срывается в байки о тяготах современной жизни взрослого, вроде депрессии, работы и так далее. Производством занимается студия Blank. Стартует аниме уже в июле. Изначально его обещали в 2020-м, но перенесли из-за пандемии. По манге Джахи Самаваку Джикинай официально анонсировано аниме. Душещипательная история о существе, которое боялись и уважали среди демонов. Ну, когда-то. Теперь гроза мира демонов выглядит как ребенок, занята домашними заботами и работой в мире людей. Ее ужин одна фасоль, а в кафе она не может себе позволить ничего кроме воды. Но ее никогда не сломить. Премьера состоится уже в летнем сезоне. Подробности о Стаффе обещают позже. Aniplex и Leiden Films работают над новым оригинальным аниме о карточных играх под названием Build Divide Code Black. Авторы заявили, что готовят сразу 2 сезона. Первый выйдет в октябре 2021, второй в апреле 2022. Действие сюжета развернется в Нью-Киото, где правитель определяется выигрышем в карточной игре. По гастрономической манге Даимон анонсировано аниме. Расскажет оно о пареньке, что впервые за 10 лет приехал домой в глубинку, чтобы взять на себя магазинчик сладостей больного отца. Но на месте внезапно узнал, что тот уже нашел себе преемницу. Подробности о дате выхода из студии обещают позже. Valve и Netflix официально подтвердили запуск производства второго сезона Dota Кровь Дракона. Также в сети появился и первый кадр из будущего сезона. Когда он выйдет, пока неизвестно, однако, опираясь на имеющуюся информацию, вряд ли нам придется ждать долго. Студия Cloverworks работает над полнометражным продолжением аниме по Дакаретай Отоко Ичини Одо Саретаимас. Вкратце рассказывать о сюжете мы, пожалуй, не будем, а ограничимся намеком, что выйдет фильм о крепкой мужской дружбе. Этой осенью. Инсайдеры тизерят скорый анонс аниме по Коми-сан ва Комю Сёдес. Будем следить за развитием ситуации, однако внимательные люди уже заметили, что был зарегистрирован домен komisanofficial.com. Немножко интересных новостей из жизни японских аниматоров. Японский портал Президент Онлайн опубликовал статью, описывающую положение японских аниматоров и конкуренцию между Китаем и Японией за них. Согласно статье, в последнее время в Японии резко увеличилось количество филиалов китайских компаний, нанимающих тамошних аниматоров, предлагая лучшие условия труда и оплату, а также возможность покрывать расходы на транспорт и жилье, что вызывает массовую утечку мозгов из Японии в связи с ужасными условиями труда. Согласно китайским сайтам поиска работы, средняя зарплата аниматоров в Ханчжоу составляет около 520 тысяч йен в переводе с юаней. В то время как в Японии зарплата даже в 175 тысяч йен в месяц намного выше, чем в средней по отрасли. На днях анонсирован второй сезон Исэкай Сёкудоу. Пока без даты выхода, однако известно, что продолжать историю кафе для странников из разных миров продолжит уже не Silverlink, а студия OLM.
Вот сидят некоторые наивные люди, да надеются, что органы занимаются полезными делами. Но не тут-то было. Ибо теперь, благодаря жалобе некоего неизвестного гражданина, Следственный комитет РФ по требованию Роскомнадзора проведет проверку полнометражного аниме «Военная хроника маленькой девочки» по статье 354.1 Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма». Было бы желание. А секретные документы всегда найдутся. Если среди зрителей есть эксперты, напишите, пожалуйста, в какой же момент по хронометражу фильма идет та самая реабилитация. А то мы тут 2 раза его смотрели и то ли не заметили, то ли на нас уже подействовал чип американский и Пентагон промыл нам мозги. А на этом у нас все. Не забудьте оценить наше новое видео по Dota Dragon's Blood и новый ролик от нашего друга Келмара. А еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в наш уютный Discord и скоро услышимся.